Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео будет снова посвящено лепке из самодельной массы папье-маше. Я знаю, что этот формат вы очень любите и ждете, поэтому рада представить вам моих новых жителей, курочек-подружек. Наседки снова выполнены под керамику, и сегодня я вам не только покажу весь процесс, но и прокомментирую те моменты, которые чаще всего вызывают у вас вопросы. Ну что, приступим? На самом деле я почти всегда начинаю работу с эскиза. У меня есть блокнот, куда я зарисовываю свои идеи, планы и задумки. Так, во-первых, они не забудутся и, скорее всего, воплотятся в жизнь. А во-вторых, рисуя эскиз, я сразу вижу все нюансы работы и возможные сложности, с которыми мне придется столкнуться на практике. Итак, для работы нам понадобятся втулки от туалетной бумаги. И лучше работать с обычными серыми или коричневыми, а не с белыми легко растворимыми в воде. Белые втулки менее прочные и плохо держат форму. Берем втулку и сплющиваем ее по верхнему краю. Ножницами вырезаем совсем небольшое углубление. Так курочка получится менее угловатой и прямоугольной. Вторую втулку разрезаем пополам. Ставим на нее первую заготовку и обводим донышко. Вырезаем. Термопистолетом склеиваем верхний край будущей курочки и приклеиваем донышко к туловищу. Наша заготовка готова. Теперь нам понадобится масса папье-маше. Я работаю с самодельной, по моему рецепту. Ссылка на рецепт в подсказке и в описании под этим видео. Чтобы масса не липла к рукам, немного припыляем стол и саму массу крахмалом. Ту часть массы, с которой вы в данный момент не работаете, убираем в целлофановый пакет, чтобы она не подсыхала. Раскатываем пласт толщиной примерно в 1,5-2 мм. Картонную заготовку смачиваем водой и заворачиваем ее в раскатанную массу. Все стыки также увлажняем для крепкого соединения и обрезаем ножницами все лишнее. Влажной кистью или руками сглаживаем все неровности и оставляем заготовку сохнуть примерно на сутки. И, кстати, пытаться идеально выровнять заготовку не нужно, все мелкие неровности исчезнут сами собой при высыхании. После того, как заготовка высохнет, расплющиваем небольшой кусочек массы в овал и закрываем донышко. Не забудьте смочить картон водой, чтобы масса хорошо соединилась с основой. Все стыки сглаживаем влажной кистью или пальцами. Оставляем еще на день на просушку. Теперь можно заняться детализацией. Из 3 шариков формируем капельки, соединяем их все вместе и делаем из них гребешок. Смачиваем водой голову и приклеиваем гребень на место. Катаем 2 маленьких шарика и делаем курочки глазки. Из 2 капелек делаем сережки. А из одной побольше формируем клюв. Стеком или любой плоской заостренной палочкой, с этой целью, кстати, может справиться пилочка для ногтей, прорисовываем детали, продавливаем ноздри и разделяем надклювие от подклювия. Теперь слепим цыплят. Катаем шарики и заостряем их с одной стороны, чтобы получились яйцевидные заготовки. Приклеиваем их к курице и прорабатываем детали. Приклеиваем их к курице и прорабатываем детали. Делаем клювики.
Можно прорисовать грудки. Приклеиваем крылышки. И гребешки. Если не хотите заморачиваться с цыплятами, то можете просто слепить 2-3 яйца. Такой вариант тоже будет очень хорошо смотреться. Из двух одинаковых шариков делаем сердечки и приклеиваем их по бокам курочки. Это будут крылышки. Если вам не нравится вариант с сердечками, то можете сформировать крылышки из каплевидных заготовок. По принципу гребешка делаем хвостик. Расплющиваем 3 капельки, соединяем их вместе и приклеиваем сзади курочки. Все стыки разглаживаем влажной кистью или пальцами. Теперь с помощью ситечка или с помощью пресса для чеснока из теста выдавливаем жгутики и формируем из них гнездышко для цыплят. По моей задумке курочки будут в платьях, поэтому нам нужно сделать по нижнему краю рюш. Раскатываем длинную тонкую колбаску и расплющиваем ее. Смачиваем водой нижний край курочки и приклеиваем полоску, формируя складочки. Влажной кистью или пальцами сглаживаем верхний край, чтобы сделать плавный переход. И наши курочки готовы. Оставляем их на просушку на 1-2 дня и можно приступать к росписи. Я пробовала раскрашивать их разными способами, но самый эффектный и красивый все-таки под керамику. Такой способ я уже показывала в мастер-классе по котикам, но сегодня я его немножко усложню глазурью, но обо всем по порядку. В первую очередь раскрашиваем курочек коричневой акриловой краской в 1-2 слоя. Многие спрашивают, зачем это делать и не проще ли окрашивать в нужные оттенки сразу. Друзья, коричневый цвет – это основа, которая позволяет нам выделить рельеф. И если не будет этой темной подложки, то весь эффект керамики просто исчезнет. Я не знаю, как еще понятнее вам объяснить этот момент, но если вы все еще не верите в его значимость, попробуйте раскрасить курочек сразу в нужные оттенки и сравните результат. Так вы сразу увидите разницу. Дальше я буду работать жесткой сухой кистью. Сначала высветляем всю курочку белой краской. У меня не чисто белый цвет, а скорее цвет слоновой кости. Как я уже говорила в других мастер-классах, чистые белые и чистые черные цвета сильно удешевляют изделие визуально. И хоть я очень не люблю эти оценочные термины дешево-дорого, но так, наверное, будет понятнее всего. Чистый белый и чистый черный цвета испортят даже самую интересную задумку. В итоге вы получите дешевый пластмассовый результат. Но вернемся к курице. Работая сухой кистью, добавляем ей цвета. Проходимся по самым выступающим местам бежевой краской. Добавляем желтого цвета. Красной краской проходимся по бусам, гребешкам и сережкам.
Оранжевым цветом красим клюв и приглушаем красную краску. Добавляем песочных оттенков. Прорисовываем глазки. Дальше мне курицы показались чересчур яркими, и я приглушила их пестроту белой краской. Снова добавила немного желтых оттенков, желто-зеленых, и снова желтых. На самом деле просто доверьтесь своим ощущениям. Добавляйте тех оттенков, которые вам нравятся. Но не забывайте о том, что коричневая подложка должна просвечиваться сквозь это радужное многообразие. Когда на ваш вкус курочки будут готовы, переходим к глазурованию. Глазурь мы будем делать акриловыми контурами. Они после высыхания дают красивое, гладкое и блестящее покрытие. Я использовала в работе всего 4 цвета контуров: лимонный, белый, черный и красный. Красным контуром выделяем гребешки, сережки и бусы. Выдавливаем небольшое количество контура в нужных местах и аккуратно распределяем его по поверхности. Не пытайтесь закрасить контуром все изделие, например, бусины со всех сторон. Просто выдавите немного контура на каждую бусину и размажьте его носиком тюбика по верхней стороне каждой бусины. Края при этом пусть останутся нетронутыми. Так вы создадите эффект нанесения глазури кистью. Желтым контуром рисуем кружевной край крылышкам и хвостику. Кстати, чтобы кружево получилось более объемным, рисуйте его в несколько заходов. Нарисовали первый волнистый край, оставили на просушку. Поверх нанесенного рисунка наносите новый слой кружева и снова оставляйте на просушку. И так повторяйте до тех пор, пока результат вас полностью не устроит. Я делала в 3 этапа. Белым контуром рисуем кружочки на платье, чередуя большие кружочки с маленькими. Также я добавила маленьких желтых пятнышек в рисунок на платье. Также желтым контуром рисуем полоску по нижнему краю платья. Ну и в завершении я решила заглазировать курочкам и глазки. Сначала работаем белым контуром, оставляем на просушку. Черным контуром рисуем зрачки, сушим. И белым контуром добавляем блики. Наши курочки готовы! Я очень надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился и вы почерпнули для себя что-то новое и интересное. Ну а на этом у меня на сегодня все. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Всем отличного настроения и творческих идей. До скорой встречи. Пока-пока.